И снова всем привет, ребят, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами спустились в висячую усыпальницу. Вот сейчас мы их исследуем и посмотрим, что еще тут можно найти. Пока мы справляемся, ну, средне, скажем так. То есть, да, вот последний раз нас убили 3 ребят, причем это было абсолютно случайно. Так, у нас есть забытый мавзолей, туннели в катакомбах и еще какой-то проход. Давайте его исследуем сначала. Так, это и есть забытый проход. Я думаю, что вот эти все части, они находятся в этих отдельных локациях, да, все части похвалы мертвецу. Ну, сейчас увидим. Вот, как вы помните, здесь враги очень любят появляться в каких-то неограниченных количествах. Ага. Может быть, даже все не так просто. Скелет, вечный страж склепа, неподвижен как камень и почти так же прочен. Смотрите. Грудь скелета гордо выпечена вперед. В руках он сжимает роскошно украшенное, но видавшее немало битв копье. Изъеденный временем рисунок над черепом изображает стоящего под огромными воротами человека в позе победителя. Так, и здесь другое немножко. У скелета широкие плечи воина, его пальцы сжимают ржавую рукоять того, что некогда было булавой. Изъеденный временем рисунок над черепом изображает стоящую на коленях женщину с фонарем в руках. Позвать госпожу видений по имени. Ваш голос разносится по пещере, возвращаясь к вам эхом снова и снова. Воздух вокруг тяжелеет. Фейдвен, скорбный колокольный звон. Фейдвен, госпожа бдений. Темная аура собирается в воздухе перед вами, потом влетает в рот скелета. В пустых глазницах загорается пламя, скелет дергается и гремит, его голова наклоняется вперед. Его аура проникает в печати на двери. Получается, нам нужен еще один такой скелет, а еще вот мне не очень нравится вот эта фигура, стоящая здесь. Ну что ж, тогда давайте отправимся в усыпальницу госпожи бдения. Вот она. Давайте отправимся сначала в забытый мавзолей. Я думаю, что нам нужно найти вторую часть, потом откроется эта дверь, и там будет последняя часть, наверное. Сейчас узнаем. Так. Да, точно, проблема, вот смотрите, с освещением. Видите, как игра начала тормозить? Все из-за того, что темно, и здесь есть освещение. Динамическое. Обнаружена ловушка. Ловушка обезврежена. Так, ребятки. Давайте-ка осторожненько. Вообще я бы пошел осторожно, Серафина, вперед. Среди узоров, покрывающих саркофаг, выделяется фигура в доспехах, стоящая перед воротами. Похвала Изиру врата. Сейчас не время хвастать и хвалиться, но все же я скажу. Сколь силен, полон жизни и предан был Изир, жрец Бераса. Вместе, плечом к плечу, сражались мы на поле брани к вящей славе Бераса, и бесчетные тьмы бродячих мертвецов пронзил я тогда копьем. Почти 20 лет сражался Изир, чтобы не раскрывались врата Хель. Теперь, когда он мертв, широко же они распахнутся. Ложь. Портон, лорд Хильденгейта. Ну, понятно. Да. Ладно, давайте попробуем быстренько отойти назад. Смотрите, самое удивительное, что они нас не заметили сразу.
Еще один, еще один. Ребята, мне это уже не особо нравится. Кстати, смотрите, мы заметили скрытую штуку. Невосприимчивость, отлично. Почему-то невосприимчивость. Ну, по луту ничего интересного. Опа, оболочка чучела. Давайте почитаем побольше про оболочку чучела. Так, во-первых, давайте сравним с тем, что где-то... Так, время восстановления плюс 0, смотрите-ка, очень хорошо. Плюс 3 класс защиты, возмущение Скейна дает. Возмущение Скейна. При статусе в крови этот ореол ограничивает исцеление ближайших врагов. Вот. Ну, мы Эдеру, точнее не Эдеру, а вот это и оденем. Так, хорошо. Тогда... Ребята, если мы нашли вторую часть, и мы можем уже открыть ту дверь, но у нас остался еще один проход. Давайте, наверное, сначала заглянем хотя бы туда. Коридор ведет вас мимо осыпающихся остатков старой гробницы вглубь горы. Осмотреть. Из стен гробницы торчат останки, ниши заполнены костями и упавшими камнями. Впереди виднеется проход, поворачивающий налево. Он совершенно темный, но вы слышите, как там дует ветер. Давайте пока все-таки не будем, сначала заберем. Мне кажется, что туда нам тоже нужно пойти. Ну, попозже. А еще здесь нужно подготовиться к бою. Я уверен, что здесь на нас нападут. Я бы Эдера... Точнее, Алота и Серафена оставил вот тут. Где-нибудь. Вот так все. Пойду главным. Так, позвать лорда Хильденгейта по имени. Ваши слова эхом отражаются от темных стен, и скелет оживает. Бортон, лорд Хильденгейта. Едва различимый звук превращается в громкий гул. Вы видите сущность души мертвеца и чувствуете покалывание, когда она проносится мимо вас, прежде чем влететь в рот скелет. В пустых глазницах загорается пламя. Скелет дергается и гремит, его голова наклоняется вперед. Его аура проникает в печати на двери. И что, на нас таки никто не напал? Ну ладно. Может быть, это будет на обратном пути. Так, ребятки, здесь какой-то чувак стоит. И еще нас заметили уже. Ладно. Огромный скелет выпрямляется, хруст его костей отдается под сводами пещеры. За спиной у него позолоченный меч, пальцы сжимают тяжелый кистень с черепом вместо бойка. Хранитель, Изир Берсянец. В глубине его глазниц танцуют тревожные огоньки. Целая вечность минула с тех пор, как мой кистень в последний раз купался в крови. Алот. Ох, наконец-то. Приятно поболтать с тем, кто умеет выражаться соответственно. В равной степени рад, досточтимый сэр. Нечасто сородственник забредает ко мне в эти невеселые дни.
Одни только драки, да и то изредка. Но ведь нужно старые обычные хранить, да? Эдер. Ха, круто. Еще кто-то болтает, как Изельмир. Те же словечки. Изельмир — одно из предыдущих воплощений души Алота. Страж смерти угрожающе рычит. Говори, потом я избавлю тебя от жизни, если не сыщешь причин, почему Берас позволил тебе явиться сюда. Страж смерти подтягивает к себе боек кистеня, сворачивая лежащие на земле камни и закидывает цепь через плечо. Мы не хотели тебя тревожить, но вынуждены обратиться по срочному делу. Скелет стоит совершенно неподвижно, вокруг него клубится магия, истаивая в воздухе. Какое-то время он молча изучает вас. Потом страж громко лязгает зубами и скидывает кистень с плеча так, чтобы ее проносится мимо вашего лица. Тогда повествуй напрямик о своем деле. Помни, что следующий вдох может стать последним. Я здесь не ради того, что ты охраняешь, страж смерти Бераса. Ты знаешь заведенный Берасом порядок. Ведаешь, что я исполняю долг даже после смерти. Он кивает, чуть не потеряв череп, потом опускает кистень на землю. Так и быть, погодимся твоей смертью. Мне нужно отнести последнюю каменную табличку с похвалой верховному жрецу Берасу. Ладно, я соглашусь. Жрецы должны и дальше хранить традиции Бераса. Вон она лежит на могиле моей. Чё, и прям все так просто? Ну ладно. Может быть, все-таки подеремся с ним? Да нет, мы же паладин. Хотя паладин... Ну, подождите, Берас это как бы бог, правильно? Поэтому нет уж. Так, похвала мертвецу. Вернуться к Кассу в храме Бераса. Знаете, то есть, если бы не знали мою религию, нам бы пришлось с ним сражаться. Ну, мы не будем, знаете, вот там я иногда смотрел на прохождение Baldur's Gate'ов, там, да, SNDL старых, вот, и там вот люди очень оптимизировали свои прохождения в духе того, что сначала мы сдадим квест, чтобы получить экспо, а потом мы убьем чувака, чтобы получить еще экспо. Вот, я так не делаю, все-таки это ролевое прохождение. Ладно, давайте войдем в проход. Вы забираетесь в гробницу. За разбросанными костями виднеется проход наверх. Вы осторожно идете по извилистому каменному коридору, в который почти не попадает свет. Вы стоите в узкой темной пещере. Путь вперед ведет в глубины горы. Углубиться в пещеру. Вы пересекаете узкую пещеру и начинаете подниматься по узкому проходу. Воздух здесь затхлый и тяжелый. Перед вами каменный коридор. За колоннами прячутся входы в дюжины гробниц. В каждой нише видны кости, они же разбросаны по плитам пола. Смотреть коридор. Вы внимательно осматриваете коридор, разглядывая каждую деталь. Кости, которые раньше, видимо, лежали в гробницах, за прошедшие столетия разлетелись во все стороны. Судя по знакам на надгробных камнях, здесь похоронены члены одного клана или содружества. Перед вами камень. Так, хорошо. Пересечь коридор и продолжить путь. Вырезанные в скале ступеньки ведут наверх. Вдалеке виднеется кусочек неба. Вы стоите на узком карнизе у входа в гробницу. Внутри нее проход, уходящий во тьму. Над вами покачивается висящая на дереве веревка. Я понял, то есть это мы, получается, вернулись, ну, забираемся. Вы решаете подниматься. Подъем сложный, но, по крайней мере, утес защищает вас от ветров. Вы взбираетесь наверх на узкий проход под храмом Бераса. Что-то сегодня у меня с буквой R какие-то проблемы. То есть мы, получается, просто... Помните это место? Его тоже можно было снаружи использовать и спуститься. То есть это альтернативный вход в гробницу, получается. Что, кстати, интересно. То есть туда можно было попасть до того момента, когда мы получили ключ, получается. Но тогда я побоялся туда спускаться.
Так, храм Бераса. Точнее, вот сюда. Оказалось, подземелье не такое уж и большое. Верховный жрец Касса. Все ли у тебя хорошо? Внизу довольно опасно. Я читал про это в книгах. Я там не был, правда, но буду, когда умру. Знаешь ли ты, что Изейр стал стражем смерти? Слышал, но не знал наверняка. Это правда? Изейр теперь страж смерти? Значит, при должной настойчивости можно этого добиться. Ты хочешь стать стражем смерти? Для этого ты собираешься провести ритуал, чтобы убить себя? Да, эта судьба ждет меня. Потому я буду бродить по катакомбам под храмом. И когда-нибудь я стану одним из избранных Берасов, благословенным навсегда. Зоти, да смиловится твой бог над твоей душой. Надо этого парня в бордель сводить. Может, я чего-то не понимаю, но зачем существовать, если все самое интересное у тебя отвалится? Зачем так поступать? Для Бераса ты ценнее живым, когда можешь наставлять его последователей. Быть ценным и достойным – разные вещи. Слабо вам улыбнувшись, жрец проверяет песочные часы, потом открывает обтянутую кожей фляжку и делает глоток. Мы еще поговорим с тобой, после того, как мой помощник вырежет мне сердце из груди. Ритуальное убийство и песнопение должны сработать. Он запрокидывает голову и закрывает глаза, словно уже прислушиваясь к погребальным песнопениям. Вот увидишь. Я принес каменные таблички с похвалой Изейру. Давай их сюда. Жрец с трудом удерживает таблички в дрожащих руках. Разложив их рядом, он изучает вырезанные слова. Воистину, ты величайший из помощников Бераса. Да не заберет тебя смерть. Еще многое предстоит сделать. Я отложил для тебя кое-что, оставшееся с прежних времен. Походный плащ Руаты. Опытный путник. +1 дипломатия, +1 выживание. Налегке +15 к резвости, зависит от показателя выживания. Кушак защиты от смертельных ран. Телосложение +2, 15 критических попаданий, противника становится обычным. Берас ценит тебя. Может, помогая тебе... Он не заканчивает фразу. Взглянув на песочные часы, снова он пьет. Так, а чё? Наш... Попробуем украсть. Нет, не успеем. Может быть, это будет потом. Так, ну что ж, похвала мертвецу была выполнена. Давайте, ребят, посмотрим наши заметки. Гробница. Череп в храме в причале королевы. Аркемир. Сложность замков. Гильдия сделана. Но все-таки удалять заметки я не вижу кнопки. Может быть, если все вот так вот сделать. Нет. И вот так вот. Нет, все равно нет.
Вот, можно. Гильдия заклинателей воды удалили. Здесь кнопочка delete их удаляет, как бы это очевидно не было. Череп в храме на причале королевы. Я, честно говоря, уже не помню, что это за храм, ребят. Но сейчас будем смотреть, наверное. И, кстати, давайте же посмотрим на наши новые вещи, которые нам дал. Во-первых, дипломатия +1, это классно. Во-вторых, Этеру мы как раз телосложение +2, он у нас не особо хорошо себя чувствует. Вот, чаще всего. И еще отклонение +4. Вот здесь вот обычный. Это получается плащ, который защищает от разных эффектов. Давайте вот так вот. Так, и смирение это прошлый. Кстати, в чем у нас ходит наш жрец? Да, находится в доспехе. Хорошо. Я помню, там был червяк какой-то, да. Сейчас попробуем его найти. Тут, правда, визуально храма-то нет. Мельница сияющей адры, магазин карт, дикая кобыла, темный переулок, портовая оружейная лавка, поместье Валерии, модные товары, знаменитая рыба, корабельный мастер, сапожник. Может, в мельнице? Или не мельница? Странно. Может быть, не причал королевы? Так. Балкон на крыше. Картина. Причал королевы. Снова ты? Что привело тебя на фабрику? Поместье Бардата, магазин карт.
Вообще там, по-моему, какая-то крипта или что-то такое было. Покажи, что продаешь. Подождите, а там же как-то, по-моему, мы куда-то спускались. Я помню точно, что куда-то и где-то мы спускались. А, кстати, еще хотел проверить, как там поживают мои сотрудники. Все вылечились, получается? То есть они когда возвращаются, они, видимо, быстрее лечатся ощутимо. Ладно, давайте пока червяка этого оставим. Сейчас мы отправимся, ребята, в форт Мертвый Свет. Потому что я сейчас не помню, просто чтобы потом, ну, сейчас не тратить время на то, чтобы вспоминать, да. Наверное, я просто записал неверно по поводу причала Королева. Так. На всякий случай. Крипта, есть крипта, ребят. В лодке. Нет, давайте потом. Давайте потом. Так, пополнить корабельные запасы. Ремонтные припасы, лекарства. Есть такое дело. Паруса. У нас плюс 10 состояние парусов. Ну, можно из драконьих крыльев купить, но дорого. Так, по поводу еды и всего такого, по-моему, с этим проблем нет. Ну, давайте продадим сейчас кучу всяких вещей перед выездом. Так, кстати, я хотел посмотреть нагрудник. Сюда пускай будет, потому что, по-моему, у нашего жреца не так уж там хорошо все с нагрудником. Вот, собственно, мы можем сейчас это посмотреть, потому что мы ее выделили. Ага, все такой же нагрудник, так что продаем. Пистолет обычный, топорик, мантии все. Маска глубокого грота, кстати. Так, отличный арбалет. 20-27. Да. Уже все равно.
С деньгами у нас, конечно, проблем нет, и это классно. Надо бы еще научиться их тратить. Все вроде бы. Выходим. Так, форт Мертвый Свет. Где-то он находится относительно недалеко, насколько я помню. Я как-то его даже вроде бы видел. Форт Мертвый Свет. Это нам сюда. Вот, еще у нас с вами есть какие-то заказы, я помню. Ратун Урнокс, но он находится на острове. То есть в воде вроде бы всех пиратов, которые мы могли убить, мы убили. Вот, так что, в принципе, можно их не трогать. По крайней мере, на данном этапе. Потому что вообще, ну, если есть именные, это же, наверное, не просто так, что они есть, правильно? Кормио закаленный. Он что-то как-то за нами преследует нас. Почему он нас преследует? Ну, может быть, кстати, поэтому. То есть, вот, по поводу имен, то, что я говорил. Смотрите, вот он за нами идет. Ну, пускай идет. Так, корабль приближается. Ну, у него 8 плюс 16 плюс 2 защитники корабля. Какие-то еще защитники корабля. Команда. Давайте на абордаж. 12 урона корпусу, 11 паруса, это не страшно. Ну, это мы починим за пару дней. Даже прям проплывая. А, мы сейчас не особо далеко отдалились. Вообще, это ж типа пиратская область, я так понимаю, что здесь на нас могут часто нападать, наверное.
одного удара кого-то успел убить. Ну, он 5-го уровня, если я правильно понял. А Лот что-то вообще прямо смелел. Ванисы получает треснувшая кость. Сестра Щитаделия получает уровень. Так, монеты сейчас мы брать не будем. Железный громобой. Точнее, монеты мы сейчас будем брать. Вот. Ну да, ремонтные припасы и все остальное. Они просто нам не влазят. Потому что у нас боевой дух и так на высоте, поэтому мы не будем выбирать монету. Так, команда Ваницы. Надо поставить его поправляться. Ваница у нас это мастер-канонир. Вот. Опытный канонир. Ну, давайте вот так вот. Скорость исцеления плюс 30. Обломки корабля. На берегу лежит огромный старый галеон. Он так сильно завалился на бок, что его палуба стоит почти вертикально. И грот мачта сломана пополам, будто лапа разъяренного животного. Веревка с крюком. Рис. Все. Артейра мстительница. Так, давай-ка ты не будешь на нас сейчас нападать, Артейра. Над горизонтом возвышается возникающая из морского тумана крепость Мертвый Свет. Даже самые бывалые моряки стараются обходить стороной твердыню пиратов. Любое судно, которое не украшает флаг Принчипи, рискует подвергнуться нападению. Стальные шары Абидона, Кэп. Мне казалось, у них пушки поменьше. Серафим напряженно разглядывает крепость и поскрипывает зубами. Стальные шары... Так, я договорюсь со стражей, если сумеешь причалить так, чтобы нас не разнесли в клочья. В противном случае советую действовать предельно скрытно. Поднять флаг Принчипи и причалить к Мертвому Свету. Подняв флаг Принчипи, вы без проблем причаливаете к пристани. В доках полно моряков всех рас и возрастов. Многие носят неподходящую им по размеру ветхую одежду. С поясов и нагрудных ремней свисают пистолеты. На солнце сверкают загорелые веселые лица пиратов, разгружающих добычу, смеющихся и бронящихся, сморкающихся на потрескавшиеся доски пристани. Раздвигая толпу, вам навстречу выходят стражники Принчипи. Хорошенько рассмотрев вас, они кивают и указывают путь к главным воротам крепости. Мы просто зашли под пиратским флагом. Я думаю, что после того, как мы убьем ихнего главаря, или кто он там, их главаря, вот, то нам все равно придется с боем прорываться назад. Но увидим. Вот, еще мне не очень нравится, конечно, этот корабль с 3 черепками. Отыскать Бенвита. Отлично, они купились. Теперь постараемся... Форт Мертвый Свет, середина осени, может он. Теперь постараемся не попасться. Так. Давайте почитаем задание. Выкурить добычу.
Бенвет где-то в форте. Когда я узнаю, где именно, можно будет думать, как до него добраться. Я пришвартовался в пристани форта Мертвый Свет, выдав себя за пирата. Если кто-то раскроет мой обман, у меня могут быть неприятности. Виселицу покрывает помет чаек. Не безумный Нет. Нравится? Покажи мне, что ты продаешь. Момент. Кровавые звенья. Средний доспех. Дает кровавая цена. Пропитываясь кровью, кольчуга начинает словно бы сокращаться, слегка волнится от наполняющей ее энергии. Дает бонус ко всем видам защиты при статусе в крови. Меч, колом, веревка с крюком. Так символ какой-то есть. Ну так, ничего особого. На вывеске написано: проход на стены запрещен. Слушай, капитан, я должен кое в чем тебе признаться. Подумал, почему не сейчас? А что такое? Я всей душой ненавижу Бенвета, но на самом деле я присоединился к твоей команде, чтобы добраться сюда и поискать кое-кого по имени Ремаро. А кто такой Ремаро? Долгая история, а времени у нас нет. Скажу просто, Ремаро в беде. В принципе, объявили за него награду, и мне кровь из носа, нужно найти его первым. Корабля его я не видел, но, пожалуй, нужно держать ухо востро. Вдруг заметим что-нибудь полезное. Договорились. Будем начеку. Колдун и бездельник. Помочь Серафину добыть сведения о Ремаро в форте Мертвый Свет. Скидвин, надеешься сломать меня? Не выйдет. Рискни плюнуть на меня и пожалеешь. Я обид не прощаю. За что тебя наказали? Проклятые слизняки. Ребята Бенвета избили меня за нарушение субординации. Так и сказали. К рыбам все. Я всего лишь взяла один из их рогов и подула в него, чтобы припугнуть Ангвив. Хотелось поглядеть, как она взбеленится. Экипаж Бенвета использует рога, чтобы предупреждать об опасности? Конечно. Но разве тебе не должно быть это известно, как капитану? Она откидывается назад с подозрением, глядя на вас из-под ресниц. Я ходил под началом Фуранта, у него свои правила. Верно, тот еще отморозок. Надо было раньше к нам податься. Мы берем даже старичье, если в их жилах течет молодая кровь. Я тебя освобожу. Не прими за обиду, но если ребята Бена меня засекут, в этот раз лишат не только чести. Логично, жди здесь. А куда я могу деться? Кстати, вот возможно она нам и расскажет, только для этого нам нужно ее освободить. Во двор, в кузню, на командный пост, порт, торговец, на восточный вал, на восточный двор. Ладно, пока так походим, там будет видно. Минао. Он стонет, и сил ему не хватает даже на то, чтобы поднять голову. Собственность экипажа Бенвета. Серфин, здесь наверху должна быть кузница, его запах я чувствую. Фир румяный. Вперед, мы с радостью поделимся. Эй, смотри под ноги, камни здесь скользкие. Пират спотыкается и опирается о стол, сбивая с того кружку. По полу растекается пенная жидкость. За нас! Пусть боги даруют нам столько золота и везения, чтобы мы не знали, куда все это счастье девать. Он высоко поднимает кружку. Ну что-то празднуем? В точку. У нашего боцмана появилась карта сокровищ. Обмываем наш скорый успех. Мы могли бы оторваться на полную, если бы стерва Ангвив не лезла. Кто это? Это охранница Бенвета. Найдешь наверху лестницы, та еще заноза в заднице, и ничем ее не выдернешь. Минутку, так ты не знаком с ребятами Бенни? Что ты такое несешь, пинчуга? Так, а о чем мы там говорили? А, забудь, налей лучше еще. Хочешь выпить с нами? С чего эта стерва Ангвив так разозлилась? Ее злит любой беспорядок, а шум тем более. Если слишком разойдемся, она ворвется сюда и устроит нам головомойку. Ставлю 20 пайров, что перепью тебя. Можешь рискнуть. Пей на здоровье. Посмотрим, кто останется на ногах. Я понял. Мы сейчас попытаемся так отвлечь.
Пора прополоскать горло. Начнем с айдирской медовухи. Самый трезвый из пиратов разливает 2 пинты тягучей сладкой выпивки. Выпить медовуху. Вы поднимаете кружку и делаете глубокий глоток. Глоток за глотком выпивка мягко катится по вашему горлу, пока кружка не пустеет. Неплохо для начала. Он уважительно кивает, прежде чем опрокинуть в себя свою кружку. А теперь пришло время Грога. И не какого-то там, а настоянного на порохе. Выпить Грог. Вы поднимаете кружку, не обращая внимания на окружающие дна черные крупинки пороха, и осушаете ее одним глотком. Грог обжигает ваше нутро, но вы допиваете кружку до дна, прежде чем с триумфальным взглядом поставить ту на стол. Мало кто способен вот так разделаться с целой пинтой порохового Грога. Он удивленно и восхищенно приподнимает брови, прежде чем прикончить собственную выпивку и ехидно взглянуть на вас слезящимися глазами. И самое вкусное напоследок. Мы сумели раздобыть кровь висельника. Если это пойло не уложит тебя на лопатки, тогда я даже не знаю, что делать. Из чего готовят кровь висельника? Как мы это готовим? Берешь одно, потом другое, все замешивается и бродит в общей бадье вместе с дурианом. Не знаю, говорят, это может тебя убить или хотя бы лишить сознания. Выпиваем. Эта выпивка выглядит привлекательно, но воняет так, что хоть вешайся. Когда вы поднимаете кружку, на поверхность всплывают кусочки гнилых фруктов. Каждый глоток дается вам с таким трудом, словно вы пытаетесь проглотить только что исторгнутую из себя желчь. Ваш желудок горит огнем, но вы допиваете все до последней капли. Пират напряженно наблюдает за вами. Затем нервно облизывает губы и трясущимися руками тянется к кружке с едким пойлом. «Скормите меня воронью, если я струшу!» Одержимый приступом внезапной отваги, пьяница осушает свою пинту. Его грудь тяжело вздымается, когда он опускает кружку на стол. По лицу выпивохи медленно растекается нахальная ухмылка. Его улыбка внезапно застывает и сменяется болезненной гримасой. Он заваливается назад. Вскоре он уже неподвижно лежит на полу. Так, и что? И все? Ага, вот. Она сюда приперлась. Ну ладно, пока она сюда пришла. Железные яйца Абидона, капитан, я в тебе не ошибся. Ладно. Я так понимаю, что нам в кузницу и нужно было. То есть мы отвлекли таким образом ее. И это в принципе логично. Почему Бен в кузнице, а не в командира форта или что-нибудь такого, не знаю. Секунду, капитан. Прежде чем я познакомлю тебя с Сири, тебе следует кое-что знать. Серафин морщится и почесывает пушистую щеку. Я слушаю. Возможно, я кое-чего наговорил Сири, когда мы в тот раз бросали якорь в мертвом свете. Просто любовная чепуха, смехаешь? Но не могу сказать, что я сдержал свое слово. Не то чтобы это было серьезной проблемой, просто пятно на старой карте. Значит, она будет расстроена? Просто учти, если она потянется за пистолетом, отойди от меня подальше. Ламонт. Работа идет слишком медленно, так мы не успеем убраться до возвращения Элдис. Проваливай, мы заказы не принимаем. Да, если у тебя вмятина в броне, лучше поколоти ее камень, разницы нет. К слову, я вообще понятия не имею, что делаю. Почему же ты трудишься в кузне, если не разбираешься в этом деле? У нас с суровым Беном возникли некоторые разногласия. Большая часть экипажа загремела в темницу, но меня с первым помощником милосердно заточили на этой кузне. Будь ты из наших, это не вызвало бы у тебя вопросов. Слухи здесь распространяются быстро. Скажи мне, кто ты? А это важно? Мне? Не слишком. Черный моряк, как же я ненавижу Бенвета. Из-за чего вы с ним разругались?
На флоте мы с Бенни были закадычными приятелями, но затем он перерос старые штаны и стал задирать нос, перейдя в подчинение к Элдис. Должно быть, в ту ночь я слишком налегал на выпивку. Ну и наговорил такого, о чем теперь жалею. Однажды он поплатился за свою излишнюю жестокость. Хочешь ему отомстить? Мне тут пришла в голову одна мысль. Нельзя же думать только о себе. Бен держит в тюрьме весь мой экипаж. Я не смогу сбежать, пока они в опасности. Если сможешь вызволить их, не поднимая лишнего шума, я расскажу о тайном проходе в покое капитана Элдис, где сейчас прохлаждается Бенвит. Думаешь, твой экипаж еще жив? Очень на это надеюсь. На капитане выместить свой гнев одно дело, но вот вырезать целый экипаж — это не обрадует Элдис. Вряд ли Бен захочет ее расстраивать. Бен запер их в подземной тюрьме. Постарайся вытащить их без лишнего шума, а то мне точно глотку перережет. В подземной тюрьме. Сомневаюсь, что могу гордиться качеством ковки, но эти отмычки тебе пригодятся. Если сломаются, ключи можно найти на посту тюремщицы. Это помещение между камерами и псарней. Так. Если сломаются, ключи можно найти на посту тюремщицы. Это помещение между камерами и псарней. Где в подземельях находится тюрьма? Знаешь, в моряцкой тюрьме самые шикарные камеры. Там держат заложников, которых не собираются убивать. Найти их будет несложно. Опустись по этой лестнице в подземелье, пройди по мосту через склад и топай на юг. Тюремные камеры будут от тебя на юго-востоке. Опасайся охранников. Сейчас коридоры патрулируют исключительно ребята Бенвита. Так ты сможешь срезать путь до склада. Только никому не говори, что это я тебя научил. Ключ от склада мертвого света. Задание. Он почесывает шею грязными пальцами. Ну, я думаю, ребята, что, собственно, это мы делать все и будем. Дверь заперта с другой стороны. Как дела в открытом море? В топке потрескивают угли. Давайте позабираем все, что здесь лежит. Воровская припарка, отмычка. Противоядие, зелье малого исцеления и нефрит. На балкон в подземелье. Ну что ж, ребят, я думаю, что в подземелье мы спустимся уже в следующей серии, потому что время, к сожалению, уже подошло к концу. В принципе, интересно пока у нас с вами получается предприятие. Получится ли все провернуть без шума, посмотрим. Вот, но хотелось бы. Ну, вот такой элемент на скрытной миссии интересен всегда в играх. Ну а на сегодня это все. С вами был Литорн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал обязательно. Ставьте лайки под видео. До следующей встречи.